Приветствую всех, дамы и господа, с вами Крипсер, а это 4-й выпуск моего мини-подкаста. Подкаста о технологиях и саморазвитии. Каждый из нас слышал о так называемом дофамин-детоксе и его чудотворном эффекте на жизнь. Но можете ли вы ответить на вопрос «Зачем?». Сегодня мы обсудим, в каких ситуациях этот челлендж может помочь вам войти в рабочий ритм и посмотреть на жизнь по-новому. Поймем, как делать это правильно, а также я поделюсь собственным опытом дофамин-детокса. Сразу скажу, что все, о чем я рассказываю в этом выпуске, работало со мной и может не работать с вами. Однако попробовать изменить систему под себя может каждый из вас, так что будет интересно. Для начала, что такое дофамин и почему мы хотим вызывать его дефицит? Дофамин — это нейромедиатор, который участвует в системе вознаграждения мозга. Его часто называют гормоном удовольствия, но это не совсем точное определение. Скорее, он отвечает за мотивацию, предвкушение награды и стремление к цели. Приведем такой пример. Вам нужно поесть. К вам в голову приходят мысли о еде. И вот здесь уже начинается выделяться дофамин. Немного, чтобы вы захотели пойти и достать условный суп из холодильника. Вы подходите к холодильнику, и вот здесь опять происходит выброс дофамина. Вы движетесь к цели, еще немного подпитаем, берете суп, предвкушая его вкус. Вы едите его, снова выброс. И вот вы доели и получили полезные элементы и энергию для своего организма. И тут вы снова получаете дофамин, дабы закрепить для мозга полезность этого действия. Дофамин также участвует в процессе закрепления привычек. Мозг запоминает, какое именно действие вызывает сколько дофамина, и отдает предпочтение тем действиям, при которых ранее выделялось его больше всего. Но вот в конце этого примера выброс дофамина уже не просто закрепляет привычку, а еще и адаптирует мозг. Если действие повторяется часто, дофаминовый отклик может снижаться, поэтому привычные радости со временем приедаются. И вот тут-то и появляется проблема, которую призван решить дофамин-детокс. Привычные удовольствия приносят все меньше и меньше радости. Если когда-то любимый трек дергал вас с места и двигал вперед, то сейчас это приевшийся шум. Недавние посиделки с близкими друзьями не приносят былого наслаждения, а несколько часов в видеоигре более не привлекают, как ранее. Знакомая ситуация? Давайте подумаем, что можно с этим сделать. Как мы уже определили ранее, привычные для мозга действия приносят со временем меньше радости. Ему просто осточертело проходить Skyrim 105 раз с новой сборкой модов на 4К одежду для Сираны и римской броней для Империи. Так что на время мы перестаем делать то, что нам обычно приносило удовольствие. Но стоп, а как же подъемы в 5 утра, отказ от социальных сетей, вредной привычки и моей любимой газировки? В случае с социальными сетями и прочими, это быстро доступные источники этого самого дофамина. Но стоит также понимать, что мозг не знает всех этих ваших быстрых и медленных источников, как и дешевого и дорогого дофамина. Все это лишь упрощение для определения его источников. В нашем мире достаточно много способов поднять себе настроение, и иногда, сравнительно со всеми этими благами, мы можем забыть о важных делах. Так вот, если мы перекрываем доступ к привычным нам соцсетям, видеоиграм и прочим активностям, приносящим удовольствие, то что нам делать-то тогда? Ответ прост. Все то, что вы откладывали. Вы заметно почувствуете, как у вас стало много времени. И вот тут-то мы приходим к популярным подъемам в 5 утра. Не имея под рукой ТикТока, чтобы потыкать видосики, мы начинаем искать другие источники дофамина. Спорт, чтение, занятия какими-либо другими хобби, которые не имели для нас высокого приоритета до этого. Но стоит также учитывать, что вам надо осознанно заранее подготовить эти активности. Если вы просто в тупую будете лежать на кровати без телефона, лучше от этого вам в моменте не станет. И сколько так жить? В интернете вы можете найти достаточно много историй о том, как люди проводили так неделю, месяц, год, но, на мой взгляд, так стоит делать промежутками, раз в какое-то время. Например, я провожу детоксы длительностью в 2 недели раз в 2-3 месяца. Одним из сигналов, который показывает, что пора его провести, является потеря удовольствия от прослушивания музыки. Кстати, об отказе от прослушивания я рассказывал во 2-м выпуске этого подкаста. У вас сейчас может возникнуть мысль: просидел я так 2 недели и дальше вернулся в тот же самый распорядок, что и до. В чем эффект? В том, что ваш мозг успокоился и его чувствительность к дофамину снизилась. И теперь вам приносит удовольствие более скучные действия. И так как вы 2 недели занимались чем-то для себя новым, а не сидели все это время в лесу, так ведь? То вы сверху ко всему этому еще и слегка сменили образ жизни, введя в свой распорядок дня какие-то полезные для себя активности. Профит? Подведем итоги. Во время дофамин-детокса мы не исключаем дофамин из своей жизни, мы лишь перенаправляем систему на более продуктивные действия.
Эффект зависит от ваших индивидуальных особенностей. Так что если мне хватает 2 недель, чтобы перезагрузиться, то вам может понадобиться неделя или же пару месяцев. Экспериментируйте и отслеживайте свои результаты. На этом у меня все, друзья. Спасибо за просмотр. Рассказывайте о своем опыте дофамин детокса в комментариях. Какой эффект вы почувствовали после? Если вам понравился подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии на платформах. Всем добра, пока!